Вступление. Представьте себе империю, которая раскинулась от берегов Средиземного моря до гор Индии. Страна, где восход солнца встречали в Персеполе, а закат провожали в Египте. Империя, в которой десятки народов жили под одной властью и все дороги вели к ее столице. Это была Персия, государство, которое изменило историю древнего мира. Ее правители называли себя царями царей, и в их власти было распоряжаться судьбой миллионов. Но, как и все империи, Персия не была вечной. Она возникла благодаря силе и мудрости Кира Великого, пережила Золотой век при Дарии, пошатнулась после поражения от греков и пала под ударами юного завоевателя Александра Македонского. Сегодня мы отправляемся в путешествие сквозь века, от рождения державы до ее трагического конца. Кир Великий – основатель державы. История Персидской империи начинается в VI веке до нашей эры. Тогда на территории современного Ирана жило множество племен. Одним из них были персы. Кир II, будущий Великий, родился около 600 года до нашей эры в семье вождя. С самого детства он отличался смелостью, умом и харизмой. Легенды рассказывают, что его пытались убить враги еще младенцем, но он чудом спасся, и это будто предначертало его судьбу. Взрослея, Кир объединил разрозненные племена и поднял их против медян, могущественного государства, под властью которого находились персы. В решающей битве он разбил медийского царя Астиага и провозгласил себя правителем новой державы. Дальше его походы были стремительны. Лидия в Малой Азии пала, затем Кир обратил взор на Вавилон. Захват Вавилона. Вавилон был одним из самых великих городов своего времени. Стены, дворцы, сады, храмы. Но Кир вошел туда не как разрушитель. Он провел блестящую кампанию. Ночью его войска отвели русло реки Евфрат, и армия вошла в город по высохшему дну. Жители не встретили его сопротивлением. Кир провозгласил себя освободителем и даровал покоренным народам свободу веры и традиций. Его цилиндр Кира, найденный археологами, называют первой декларацией прав человека. На нем выбиты слова: «Я освободил народы из их рабства, я вернул их боги и храмы». Это было новое слово в политике. Завоеватель не разрушал, а сохранял и интегрировал. Персия под его властью становилась империей не страха, а порядка. Дарий I – архитектор империи. После смерти Кира на трон взошел Дарий I, один из самых талантливых правителей античности. Дарий понимал, завоевать земли – это одно, а удержать их – совсем другое. Его империя простиралась от Индии до Египта, от Кавказа до Средиземного моря. Чтобы управлять ею, он создал систему, опередившую свое время. Сатрапии и дороги Дарий разделил империю на сатрапии, области, каждая со своим наместником. Эти наместники платили налоги и отвечали за порядок, но оставались под контролем царя. Чтобы связать огромные территории, Дарий построил царскую дорогу – 2500 километров от Сузы до Сард. По этой дороге гонцы могли доставлять вести за считанные дни. Геродот писал: «Нет ничего быстрее персидских гонцов». Фактически Дарий создал первую систему быстрой связи – интернет античности. Экономика и армия, он ввел единую валюту. Золотой дарик установил налоги, укрепил армию. Персидская армия была огромна. Пешие воины, конница, колесницы и легендарные бессмертные. Элитная гвардия из 10 тысяч солдат, всегда готовых к бою. Империя при Дарии достигла наивысшей точки могущества. Но именно он столкнулся с врагом, который оказался труднее всего – маленькими, но гордыми греками. Войны с Грецией Дарий стремился покорить Грецию, чтобы обезопасить западные границы. В 490 году до нашей эры его армия высадилась у Марафона. Но там, вопреки ожиданиям, небольшое войско афинян нанесло поражение Великой персидской армии. Это стало ударом по престижу Персии. После смерти Дария его сын Ксеркс решил отомстить. В 480 году он собрал войско, которое Геродот называл несметным. Одни источники говорят о 1 000 000 солдат. Современные ученые считают, что их было около 200 тысяч. Все равно колоссальная сила. Фермопилы и Саламина Ксеркс двинулся в Грецию и столкнулся с горсткой защитников у Фермопил. 300 спартанцев во главе с царем Леонидом стали символом мужества. Хотя они пали, их подвиг вдохновил греков и вошел в легенду. Через несколько месяцев
персы потерпели поражение у Саламина, где их огромный флот оказался в ловушке узких проливов. Это стало поворотным моментом. Персия впервые показала свою уязвимость. Упадок. После Ксеркса Персия все еще оставалась могущественной державой, но внутренние проблемы нарастали. Сатрапы становились слишком независимыми, в империи вспыхивали восстания. Цари все чаще были слабыми или распущенными, и двор погружался в интриги. К середине IV века до нашей эры Персия оставалась огромной, но уже трещала по швам. И именно тогда появился враг, которого невозможно было остановить. Александр Македонский. Смерть Персии. В 334 году до нашей эры молодой царь Македонии Александр начал поход против Персии. Его армия была куда меньше, но дисциплина и талант полководца компенсировали разницу. Битва при Иссе. В 333 году у города Исс армия Александра разгромила персов, а Дарий III в панике бежал. Это стало шоком. Царь царей позорно покинул поле боя. Битва при Гавгамелах. Через год, в 331-м, произошла решающая битва при Гавгамелах. Несмотря на численное превосходство, персы снова проиграли. Дарий снова бежал, но был предан своими же вельможами и убит. Александр вошел в Персеполь, столицу империи, и там, по преданию, в состоянии опьянения и в знак мести за сожженный Афинский Акрополь он приказал сжечь дворцы. Персия пала в огне. Итог и наследие: Персидская империя просуществовала чуть больше 2 веков. Она исчезла, но ее идеи пережили века. Дарий и Кир заложили основы управления огромными территориями, систему дорог, почты, налогов. Эти принципы позже переняли римляне, византийцы и даже современные государства. Персия научила мир, что империя может быть не только силой, но и системой. Она умерла, но ее наследие живо. История Персидской империи — это история взлета и падения. От юного царя Кира, который вошел в Вавилон как освободитель, до Александра, который сжег Персеполь как победитель. Империя, которая казалась вечной, исчезла, но ее дух живет до сих пор в дорогах, в управлении, в самой идее государства.